Эту музыку отправили в космос, чтобы поразить инопланетян. Ее передавали тысячелетиями без единой записанной ноты от человека к человеку. Это музыка, которая меняет даже политические решения. Все это музыка свободы, музыка Грузии. В чем ее уникальность? В чем сила? Это не первое музыкальное шоу. Сейчас все узнаем. Ну а что мы знаем о грузинской музыке вообще? Какие образы приходят в голову? Мужчины сидят за накрытым столом с гитарой, поют песню хором. Или стоят в папахах, в шерстяных шапках и поют хором. Или танцы под звуки барабанов. Но какая грузинская песня первой приходит в голову каждому из нас? Ну, конечно, Чита Гврита. Многие произносят ее как Чита Дрита, но это все же настоящие слова, а не случайный набор букв. В переводе Чита Гврита означает «птичка, невеличка». Написал эту песню для фильма «Мимино» всемирно известный композитор Гия Кончели, но сам эту песню он ненавидел. Многим Гия Кончели, конечно же, известен благодаря музыке для фильмов Георгия Данелия: «Паспорт», «Орел и решка», «Кин-дза-дза». В фильме «Кин-дза-дза» есть сцена «Музыка инопланетян». В фильме рассказывается о планете, цивилизация которой находится в полнейшем упадке. Музыка должна была соответствовать. Гия Кончели сделал несколько версий, но Данелия каждый раз просил все проще и проще, пока не осталось только 2 ноты. Но и их режиссер решил записать предельно примитивно. Сам Данелия играл на скрипке максимально омерзительно, приглашенный скрипач водил смычком по амбарному замку, а Кончели играл на куске стекла с помощью бритвы. Запись заняла целую смену, а вечером Данелия впервые в концертном зале услышал 4-ю симфонию Гия Кончели. И он, конечно же, сразу понял, что имеет дело с великим композитором. Ему стало так стыдно за то, чем он заставляет заниматься Кончели. Гия Кончели написал музыку для более 60 фильмов, большую часть из которых, как он говорил, он даже и не помнит. Но он никогда не стеснялся подобной работы, потому что для него это был способ быстрого заработка для поддержания основной деятельности, а именно написания симфоний, на каждую из которых уходило иногда даже по 2-3 года. Но свою самую популярную песню для фильма «Мимино», благодаря которой Кончели и стал широко известен людям, он просто ненавидел. Для него это был низкий жанр. Он признанный композитор классической музыки, а его все узнают только благодаря песне Чита Гврита. Не музыка, а трипер. Быстро цепляется и трудно отделаться, говорил сам Гия Кончели. Но песня настолько полюбилась в народе, что для многих она стала таким неофициальным гимном Грузии. Хотя на самом деле гимн Грузии называется «Тави Суплеба», что в переводе означает «свобода». Текст гимна прославляет природу, горы, землю и, конечно, свободу. Удивительно, но именно об этом здесь пели песни и 25 веков назад. Схватка неизбежна. Одна из сторон готовится в нервном предвкушении, а вторые страстно поют, яростно танцуют, поднимая боевой дух. И это не танцевальный баттл, это даже не сюжет новой серии «Шаг вперед». Это картина, которую описывал Ксенофонт, древний историк. И он говорил о племени, которое проживало именно на территории Грузии. С тех времен прошло 25 веков, а в Грузии все так же жив культ музыки. И эту музыку любят не только на родной земле, но и во всем мире, а может быть даже и во всей вселенной. Все дело в том, что одну древнюю грузинскую песню отправили в космос, как послание инопланетянам. В 1977 году вера жителей Земли во встречу с инопланетным разумом была очень крепка. Темы про инопланетян были в мейнстриме, поэтому НАСА решили отправить весточку первыми. В космос был отправлен космический челнок Voyager. Отправили его туда для того, чтобы иные цивилизации имели возможность познакомиться с нашей культурой, вообще узнать о нашем существовании. Для этого в этот челнок поместили золотую пластинку, на которую записали 27 композиций, которая как можно более с разных сторон, как можно более многообразно отражает нашу музыкальную культуру. Кроме музыки, на диск поместили 55 приветствий на основных языках Земли. Здравствуйте, приветствую вас. 116 изображений Земли, закодированных как звуковые сигналы, записали туда 50 голосов и звуков Земли, птичье пение, собачий лай, шум пилы, сигнал сирены и прочее. И, конечно, музыка со всего мира, от Баха до традиционных мелодий народов Африки, Азии и, конечно, Грузии. Это были композиции Баха, Моцарта, Чака Берри. И в этот список из 27 произведений вошла
пришла также традиционная грузинская песня «Чакрула». Чакрула – это древняя грузинская песня. Ее жанр – это крестьянские застольные песни. Ее исполняют в стиле полифонии, когда несколько голосов поют сложные переплетающиеся партии. Чакрула – это гимн свободе и борьбе. Она описывает подготовку к битве. Герои собираются, они поднимают тост за справедливость и готовятся защищать свой народ от царя-тирана. Эта песня – символ силы и объединения, духа свободы, которым гордится каждый грузин. Но почему какая-то застольная хоровая песня не попала на золотой диск? В 2001 году грузинское национальное пение в несколько голосов, то есть грузинское многоголосие, было внесено в список культурного нематериального наследия. В список было внесено только хоровое пение. Все дело в том, что в грузинской традиционной музыке нет музыкальных инструментов. Традиционная музыка — это только хоровое пение акапелла. Народные грузинские песни в основном воспевают бытовые темы. Это сбор урожая, сбор винограда, вот, например, работа в поле, ремесленничество, смена времен года. Песни, как правило, без музыкального сопровождения, рассказывали о трудовых буднях, далеких походах, веселье и отдыхе. Используются для обращения к духам и к солнцу. Инструменты в грузинской музыке станут популярны многими веками позже. Хор может быть как монофоническим, так и полифоническим. Грузия — это страна с одной из самых древнейших историй и культур в мире. Несмотря на то, что сейчас мы называем людей, которые проживают в Грузии, одним словом грузины, здесь и до сих пор существует огромное количество культур, национальностей, языков. Такое большое количество народов и культур вообще характерно для всего Кавказа. И связано это, скорее всего, с географией, а именно с горной местностью. Потому что здесь от одного села до другого дорога более труднодоступная, чем, скажем так, на равнине. Поэтому и их культуры и народы развивались более независимо друг от друга. В Грузии насчитывается более 15 видов пения, каждый стиль развивался независимо в своем регионе. В гурейском стиле все голоса работают индивидуально, музыканты поют расслабленно, непринужденно. Стиль креманчули характеризуется высоким, сложным горловым пением, похожим на йодль. Стиль сванети известен своим резким гортанным звучанием. Все голоса работают сообща. В кахетинском стиле используется бурдон. Бурдон — это такая фоновая нота, которая держится на одном уровне, создавая базу для основной мелодии. Музыка часто совсем не похожа на европейскую, ведь здесь используется огромное количество диссонансных нот. Такое многообразие и сложность по-настоящему впечатляют. При том, что она действительно очень сложная, она еще и очень красивая. И поверить в то, что это просто, такое народное творчество, очень сложно. Многоголосие народное наше, я, правда, считаю явлением абсолютно уникальным. Понятие «народная музыка» к этому не имеет никакого отношения, потому что ее не народ создавал. Ее создавали какие-то гениальные анонимы, о которых мы ничего не знаем. Заслуга народа в том, что она потом на протяжении веков сохраняла это. Я даже один раз написал о том, что в Бурии мог оказаться человек со способностями Баха, и у него могли оказаться два соседа, один из которых мог быть Строиным, а еще один Моцартом. Идут постоянные споры, откуда взялась грузинская культура, кто повлиял на нее, на кого она повлияла. Например, древнюю Грузию называли Иберией, так же как Испанию. Ученые находят сходство между баскским языком и грузинским. Музыка их тоже очень похожа. Пение также сравнивают с корсиканским. И даже григорианскими хоралами.
Так откуда все-таки взялись музыкальные инструменты, которые у нас ассоциируются с грузинской музыкой? Начиная с 13 по 18 век Грузия постоянно с кем-то воюет. Сначала она находится под господством Османской империи, потом Персидской империи. Как водится, во время войны все деньги и силы уходят на оборону. И в то время музыкальная и культурная деятельность не просто приостановились, но многие культурные аспекты были вообще утеряны. Почти все музыкальные инструменты, которые есть в Грузии, получили свое распространение именно в эти времена. Ударные инструменты пришли от персов и арабов. Некоторые духовые, например, тулум, от турков. А некоторые инструменты, такие как грузинская гармонь, были изобретены вообще только в 19 веке. Конечно, инструменты прижились, и теперь уже невозможно поверить, что они были заимствованы, так как стали частью культуры. Но инструменты не занимали лидирующее место в музыке, а лишь подчеркивали вокальные партии. Ведь здесь каждый человек сам себе музыкальный инструмент. Самый популярный инструмент Грузии — пандури, и тот сконструирован так, чтобы изображать многоголосие. Современная версия пандури отличается от древней традиционной. Здесь добавлены дополнительные бемоли и диезы, так чтобы можно было играть не только старинные песни, но и какие-нибудь современные. Эта долгая и интересная история музыки могла прерваться в 19 веке. Ведь в 19 веке традиционная грузинская музыка была практически утрачена. В 19 веке грузины практически потеряли все свои традиции. Но как так случилось? И кто спас культуру от вымирания? Общество, особенно аристократическое, шло по пути европеизации. Одним из таких европеизаторов был Александр Чевчевадзе, отец Нино Чевчевадзе, жены Александра Грибоедова. Александр учился в Санкт-Петербурге и, конечно, нахватался там всякого. Построил в Кахете себе дом на европейский манер, первым привез в Грузию рояль. Скажите спасибо, что не ввел в грузинский язык слова «поребрик» и «парадная». Рояли и фортепиано становятся самыми популярными инструментами. И те самые инструменты, которые только что стали народными, уступают свою популярность кларнету, флейте, скрипке, гитаре, виолончели и фортепиано, а в Грузии развивается жанр романса. Однако нашлись и те, кто занимался спасением грузинской культуры. Музыка выжила благодаря таким людям, как Илья Чевчевадзе, однофамилец Александра, или Мелитон Баланчевадзе, которые собирали народные грузинские песни. К концу 19 века носителей грузинских традиционных песен почти не осталось, и для спасения наследия пригласили профессиональных музыкантов, которые в течение 30 лет перевели на ноты около 10 тысяч песен. В 1887 году Илья Чевчевадзе организовал общество по распространению грамотности среди грузин, чтобы сохранить и популяризировать культуру Грузии. А вот Баланчевадзе первым из грузинских композиторов стал писать академическую музыку, отталкиваясь от древних традиций Грузии. А сын Мелитона Баланчевадзе, прославленный балетмейстер Джордж Баланчин, от рождения Георгий Баланчевадзе, положил начало американскому балету, но об этом позже. На волне возрождения грузинских традиций в 1885 году появился государственный народный ансамбль песни и танца «Эрисиони». Эрисиони не только до сих пор существует, но и актуален как никогда. Это, пожалуй, самый известный ансамбль грузинской музыки во всем мире. То, что в 19 веке только начинало зарождаться как фольклор, получило выход в виде городских грузинских песен. Преимущественно это были романсы. Исполнялись они под гитару, конечно же, многоголосием. Все в рамках традиций. Среди таких новых народных песен была, например, песня «Сулико». Она была написана в 1898 году, а максимальную популярность набрала в 30-е годы. Говорят, это случилось после того, как ее услышал Сталин, и она ему понравилась. Вот такой вот советский продюсер. В Грузии в 20 веке были необычайно популярны опера и балет. Но мало кто знает, что и русский, и американский балет многим обязаны именно грузинам. Петр Ильич Чайковский очень любил приезжать в Грузию. Он вдохновлялся страной и, конечно же, местной культурой. Здесь он работал над произведениями «Утес», «Моцартиана», «Воспоминания о Флоренции», «Воевода», «Спящая красавица», «Чародейка». В балете «Щелкунчик» для композиции «Арабский танец кофе» композитор использовал мелодию грузинской народной колыбельной песни Иавнана.
А сам русский балет в то время был похож на пантомиму, на драматический танец. Не было никаких мощных прыжков, сложных пируэтов. Мужские партии были лишь на вторых ролях и служили поддержкой женским. Это была французская школа, ведь почти все главные балетмейстеры в России были французами. Мужчины в балете стали танцевать после реформ Вахтанга Чебукиани. Он с детства танцевал грузинские народные танцы. Движение рук, корпуса, экспрессия, мужественность – все это он адаптировал в балетную хореографию. Так в балете появились прыжки, акробатика и вращение. Одной из самых знаковых постановок была «Отелло», премьера которого состоялась в Большом театре в 1958 году. Чебукиани поставил балет и сам исполнил мавританский танец, который стал культовым. В США в то время не было балета вообще, во всяком случае он был максимально непопулярен. В 1934 году балетмейстеру Джорджу Баланчину, сыну Мелитона Баланчевадзе, того самого, который помог грузинской культуре возродиться, предложили переехать в Америку и заняться созданием американской школы балета. Таким образом, Баланчин положил начало американскому балету, ставил бродвейские мюзиклы, делал хореографию для фильмов и создал американский стиль балета. Вот так балет, который пришел в Российскую империю из Франции, был переосмыслен грузинами. Любители выпить знают одно важное правило – не смешивать. Но грузинам этот закон не писан, к тому же они не любители, а профессионалы. Так популярные музыканты 60-х, 70-х годов смешали диско, фанк, джаз, даже шансон с грузинскими национальными песнями. Одним из самых первых коллективов в этом направлении был ансамбль «Орера». В разное время в этом коллективе играли и пели Вахтанг Кикабидзе и Нани Бриквадзе. Еще одним из таких ансамблей любителей смешивать был ансамбль из Тбилиси «Иверия». Их главная визитная карточка – это песня «Арго» из мюзикла «Аргонавты». В этой группе в свое время пел Сосо Павлиашвили, также известный всем грузин. Музыкальная жизнь здесь просто кипела. По местному телевидению свободно могли показать рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». На тбилисской фабрике «Мелодия» печатали пластинки, которые никогда бы не напечатали, например, на фабрике «Мелодия» в Москве. А те, что не печатали, приходили по морю через Батуми из-за границы вместе с другими грузами. Грузия всегда занимала особое место среди всех советских республик, и запах свободы здесь кружил голову не только грузинам. В 80-м году здесь проходит фестиваль Тбилиси-80, который назвали советским Вудстоком. После выступления на этом фестивале у многих музыкантов появятся серьезные проблемы. Например, группу «Аквариум» почти полностью запретят после скандального выступления. В следующее десятилетие, в 90-х, здесь так же, как и во всем мире, начнут интересоваться электронной музыкой. Одними из первых электронщиков стали братья Дада и Дима Дадиани. Первый из них переехал в Лондон и стал продюсировать грайм-музыку. Первыми, кто сделал грузинскую электронную сцену популярной, это объединение Гозлаб. Несколько музыкантов объединились, чтобы сделать музыку вместе, помогали и вдохновляли друг друга. Их релизы стали выходить на немецком Max Ernst, лейбл Томаса Бринкмана. Так их записи стали популярны в Германии, а потом и во всей Европе. Позже появится еще очень много крутых популярных и андеграунд-музыкантов. В новом тысячелетии этот жанр получает максимальное развитие и мощь. Электронная музыка в Грузии стала настолько популярна, что заставляет даже менять политические решения. Нет, конечно, ее не включают на заседаниях парламента, хотя, может быть, и зря. Такие клубы, как Басиани или Хиди, это мекка для любителей техно. Тбилиси – одна из столиц техно, наравне с Берлином, а музыка техно ассоциируется у молодых ребят из Грузии со свободой. И самое большое внимание грузинские техно-вечеринки привлекли к себе в 2018 году, когда перед зданием парламента Тбилиси 10 тысяч человек устроили рейв-протест против полицейского насилия. 12 мая 2018 года в нескольких ночных клубах в Тбилиси были совершены полицейские облавы. Они были связаны с тем, что участились смерти молодых людей из-за передозировки наркотиков. В результате этих облав было арестовано около 70 молодых людей. Также многие полицейские, по словам этих молодых людей, превысили свои полномочия.
Молодым людям это, конечно же, все не понравилось. Они взяли технику, вышли на вот эту самую площадь перед парламентом Грузии, установили здесь, значит, колонки, включили музыку и 2 суток просто отрывались, зажигали здесь и устроили настоящий рейв. В результате чего глава полиции Тбилиси вышел к протестующим и сказал, что их просьбы были услышаны, что всех полицейских, которые превысили свои полномочия, призовут к ответственности, ну и смягчат наказание для тех ребят, которых уже арестовали. Если вам интересна эта история, я советую вам посмотреть документальный фильм «Рейв у парламента». Techno became a very political thing in Georgia because we had so many problems. Популярность к современной культуре действительно очень сильная, но наравне с любовью к электронной музыке или, например, хип-хопу, в Грузии все так же очень важным остается христианство. В IV веке Грузия приняла христианство, и на смену языческим песням пришли песни о Боге и Христе. Грузинская православная церковь также всегда боролась за свободу и независимость, как и грузинский народ. Поэтому грузинская церковь стала автокефальной, то есть независимой. Таким образом, любовь к свободе и к собственным традициям позволили не просто их сохранить, но и развить в рамках церковных песнопений. Вообще в Грузии очень любят музыку разных жанров, стилей и всех их сочетаний. Все так же популярна остается классическая музыка. Хатия Буниатишвили, популярная по всему миру пианистка. Она родилась в Батуми, играть на фортепиано начала в 3 года. В 6 лет выступила с оркестром в Тбилиси. К 10 годам уже проехалась по всему миру с турами. Девушка популярна не только среди любителей классической музыки. Она выступала на одной сцене даже с Асап Роки. Нино Катамадзе в своей музыке миксует джазовую и народную грузинскую музыку. Группа Мгзавреби также вдохновляются народными мотивами. Группа постоянно находится в топах грузинских чартов. Лидер группы Гиги Дедаламазишвили говорит, что грузинская аудитория более требовательная, чем где бы то ни было в мире, потому что здесь умеют петь все, и удивить их гораздо сложнее. Несмотря на это, Мгзавреби остаются в топах грузинских музыкальных чартов до сих пор. Главная ценность Грузии – это свобода и независимость. При этом народ все еще остается очень консервативным. Интерес к новому и одновременно сильное уважение к традициям – это и есть грузинская культура, это и есть грузинская музыка. Здесь очень любят современную музыку, в Грузию постоянно приезжают мировые легенды с концертами, но при этом всегда есть место и традиция. Ведь каждый маленький грузин с самого рождения получает культурный пакет в виде обучения танцам, обучения музыке и традициям, конечно же. Путешествуя по Грузии, замечаешь, что музыка здесь намного больше, чем способ развлечения. Музыка — это часть истории, она уходит глубоко в корни этого народа. В каждой семье в Грузии умеют петь и танцевать, чтят традиции, исполняют народные песни, адаптируют их, давая им все новую и новую жизнь. Музыка в Грузии — это часть культурного кода. На праздниках, на митингах, на домашних застольях вы увидите скорее, как поют любимые грузинские, современные или народные песни, а не слушают иностранные. Увидите, как люди всех возрастов страстно танцуют, потому что традиции здесь — это не зашквар, это гордость.